Ну это понятно, хитяра. А вот, например, да, этот трек в 90-х едва ли кто слышал, но, по-моему, он не менее выразительно, чем Робокоп, доказывает, что 8-битная музыка – это нечто гораздо большее, чем звуковое сопровождение в видеоиграх. На самом деле, если вдуматься, то это такая совершенно отдельная музыкальная категория с набором собственных ощущений, которые с каждым годом прослушивания становятся все сильнее. А это вполне доказывает, что это настоящее произведение искусства. Просто услышать их долгое время можно было только и исключительно в картриджах. Знаете, в моем детстве никто никогда серьезно не относился к музыке из видеоигр, в частности из игр на Денди. Ее никогда не считали за полноценную музыку, которую можно было бы переслушивать наравне с рок-музыкой, с поп-музыкой, в общем, с музыкой в любых жанрах на каких-нибудь аудионосителях, там, на аудиокассетах, на CD-дисках или на виниле, или на бобинах. Но, в общем, это никогда не считалось за полноценную музыку. Это всегда было не более чем такое пищащее звуковое сопровождение, когда ты играешь в видеоигру, чтобы тебе просто от этого не было скучно. И на самом деле, может быть, так оно и было долгое время, но чем старше ты становился, тем больше ты, естественно, начинал разбираться в вещах, которые тебе нравятся. И вот я, наверное, годам 14 начал замечать, что та или иная музыка в той или иной видеоигре на Денди меня привлекает сама по себе. То есть я уже не могу представить себе не то что видеоигры без музыки, но не могу представить себе удовольствие, которое ты получаешь от игры на Денди, если бы в нем не было музыки. Потому что от музыки ты действительно получаешь удовольствие. И вот годам 14 меня настолько увлекли мелодии из разных видеоигр, в частности из заставок в этих играх, и я начал записывать их на аудиокассету. Все, что у меня было на тот момент из картриджей было немало благодаря моим друзьям, и многие известные игры и их многочисленные части у меня тоже были. И я решил просто вот так вот по порядку записать все заставочные мелодии из моих любимых игр и потом переслушивать их на кассете. И когда я начал этим заниматься, это меня настолько увлекло, что переросло в какое-то подобие коллекционирования. То есть коллекционирование музыки. Ты начал переслушивать мелодию из Чип и Дейла 1, из Чип и Дейла 2, даже из Чип и Дейла 3, потому что это тоже считался Чип и Дейл. Из Робокопов 1, 2, 3, из Баттлтотсов 1 и 2, там, из Утиных историй, из Флинстоунов 1 и 2. В общем, меня начало забирать именно составляющая коллекционирования музыки. Вот, например, у меня не было никогда на картриджах DuckTales 1, но у меня была DuckTales 2, и мне страшно хотелось, чтобы в моей коллекции музыки на этой аудиокассете непременно была заставка из игры DuckTales 1.
И вот на ближайшие пару лет это действительно стало походить на коллекционирование. Но чем больше я переслушивал эту аудиокассету, тем сильнее мне хотелось, чтобы этих мелодий у меня было как можно больше. Хотя по факту в то время я ничегошеньки не знал ни о том, как это все создавалось, ни о том, кто это создавал. Трудно было представить, какими средствами и мощностями орудовали композиторы, писавшие 8-битную музыку. Вообще, как им удавалось выводить такое нереальное разнообразие звуков из пары примитивных звуковых волн, и тем более при этом еще и гармонично их сочетать. И наконец, вообще, как обычное фамикомовское, дэндевское железо, звучащее на момент создания вот так. Как оно смогло достичь музыкальных высот, продемонстрированных тем же самым гиммиком, звучащим вот так? Должен признать, что я и по сей день знаю очень немного обо всех этих вещах. Но что тогда, что теперь, для меня интерес к дэндевской музыке заключается непосредственно в самой музыке. То есть в каких-то нюансах, каких-то мелочах, связанных с ее прослушиванием. И в ощущениях в первую очередь. И в связи с этим гораздо интереснее разобраться, что в принципе она в себе несет для человека, который слушает ее на протяжении 25 лет. И которому самому в принципе уже за 30. Чем она цепляла тогда? Прежде всего уникальностью. Мелодии, которые были настолько проработаны, что первыми побуждали к тому, чтобы слушать их отдельно от геймплея. Помимо Робокопа 3, о котором я уже когда-то рассказывал в Dendy Memories, одной из первых 8-битных мелодий, играющих не в заставке игры, которую я записывал на кассету и переслушивал отдельно, была тема последнего уровня в игре Чип и Дейл. Да, на моей кассете, я помню, это была первая мелодия, которая была не из заставки игры, а которая мне настолько нравилась в геймплее, что я ее записал. Так вот, а чем же 8-битные мелодии цепляют сейчас? В принципе, естественно, чем? Ностальгией. Ты слышишь мелодию с какого-то уровня, и тебя моментально переносит воспоминания о моменте, когда ты слышал ее в детстве. В этом плане чего только стоит для меня вот этот вот картридж 4-игровка, на котором что не игра, то музыка, любимая мной. Чип и Дейл 2, Кот Феликс, Парк юрского периода. Например, мелодия из Кота Феликса, где он летит на воздушном шаре над пирамидами, моментально уводит меня в конец 90-х, в выходные дни, когда я в деревне сидел за черно-белым здоровенным телеком, пытался пройти эту с виду очень легкую игру, но ни хрена не мог дойти дальше, чем до середины игры. Как ни странно, мелодия этого уровня мне запомнилась гораздо больше всех остальных, хотя многие остальные мелодии звучат гораздо веселее и насыщеннее, чем она, но вот именно с ностальгической точки зрения она для меня наиболее ценна. Или также мелодия второго уровня из игры Чип и Дейл 2 на этом же самом картридже. Тоже не самая, на мой взгляд, прекрасная мелодия во всей игре, тоже довольно грустненькая. Но поскольку она была на втором уровне, и она очень отличалась эмоционально от мелодии первого уровня, от мелодии третьего уровня, она запомнилась гораздо сильнее. Ее нет желания переслушивать отдельно, как многие другие треки, но как только ты слышишь ее, по сравнению со всеми остальными треками, звучащими в этой игре, именно она вызывает наибольшую ностальгию.
Забавно, что мелодии именно второго уровня меня лично цепляют гораздо больше во многих играх, чем близстоящие мелодии. Например, яркое тому подтверждение мелодия второго уровня из игры DuckTales 2, которая у меня на 6-игровом сборнике, в которой я тоже чаще всего играл у себя в деревне. Мелодия, ну, на самом деле, по факту, это не совсем второй уровень, но почему-то уровень корабля я всегда включал именно вторым после Ниагары. И черт возьми, она гениальна. Но если отбросить ностальгию, чем 8-битная музыка стала цеплять относительно недавно, но очень сильно, так это своей атмосферой и необычайностью. В тех играх, которые довелось впервые поиграть уже во взрослом возрасте, некоторые мелодии стали вызывать какие-то несвойственные и очень глубокие ощущения. К примеру, первая часть игры Ninja Gaiden и ее знаменитая тема, играющая в битве с отцом. И в самом деле, когда тебе уже перевалило за 20, ты стал улавливать в этом моменте неподдельный драматизм. Нечто подобное ощущается и в сражении с последним боссом в игре Little Nemo, несмотря на всю его приятную и ламповую сказочность. Впрочем, кайфовой атмосферы тут тоже хоть отбавляй. Взять хотя бы мелодию, играющую на уровне Ночного моря. Но с открытием для себя игр, использующих дополнительные звуковые чипы, мелодии, реализованные на них, вызывали настоящее изумление. И помимо гиммика, который вы уже сегодня слышали, нельзя не вспомнить японскую версию Castlevania 3. Вот реально, что не трек, то просто охренеть.
Разумеется, в последней из перечисленных игр я впервые поиграл уже на эмуляторе. И на Денди мне ничего подобного сроду не попадалось. Да и вообще на Денди я даже представить себе не мог, что какие-то игры могут в принципе так звучать. Но должен сказать, что тогда, когда я впервые поиграл на эмуляторе уже как раз таки в знакомые игры, мне стало казаться, что вот они вот действительно звучат почему-то как-то не так. Словно вот немного быстрее, чем я помню. И это для меня стало настоящей проблемой, потому что я тогда еще не умел разбираться ни в настройках, ни в тонкостях эмуляции. И играть вот с такой вот немножко ускоренной музыкой по сравнению с той музыкой, которую я помню из детства на Денди, мне это вот было очень тяжело. И казалось, что вот ты как будто играешь во что-то родное, но это как будто бы какая-то вот неправильная копия, которая работает неправильно. Это реально было все равно, что ты слушал какую-нибудь любимую кассету с альбомом «Кино» на магнитофоне, в котором был нахрен расхлябан пасик. Короче, сразу ощутилась разница между частотой в 50 Гц, в которой всегда плюс-минус работала Денди, и 60 Гц, что является стандартной тактовой частотой Famicom и NES. Поиграв на эмуляторе NES, для меня стало настоящим открытием, что изначально игры и музыка для них писались для работы именно под 60 Гц, то есть что оригинал был как бы ускорен. И если на самом игровом процессе это практически не было для меня ощутимо, то на музыке отражалось, очень даже критично. Через какое-то время, когда я разобрался с настройками и установил на эмуляторе 50 кадров в секунду, все наконец стало на свои места. Вот это уже была практически Денди. Но однажды, включив игру Rough World, я какое-то время просто не мог понять, что не так. Вот слышите? Словно что-то играет не впопад. Хотя с чего бы это? И самое интересное, что если ты играешь в 60 кадров, такой дисгармонии нет. Вся музыка и звуки на консолях типа Famicom распределяются ровно на 5 основных каналов. Два канала типа Square, то есть прямоугольной формой волны, которые обеспечивают все высокочастотные звуки и общую мелодичность. Канал Triangle, то есть треугольной формой сигнала, который использовался композиторами в основном для создания бас-партий. Шумовой канал, воспроизводящий шипящие звуки, альтернатива ударных. И дополнительный DPCM канал, который мог воспроизводить закодированные звуковые сэмплы. Но в отличие от остальных каналов, DPCM работает иначе. Если понизить FPS, а соответственно и скорость ритма музыки, частота тактов замедлится, и звуковая волна на первых 4 каналах не изменится. А вот со звуками на DPCM канале произойдет то же самое, что происходит, когда вы растягиваете в звуковом редакторе любую звуковую дорожку. Она станет звучать ниже по высоте звука. И чем сильнее растягиваете, тем ниже звучит. В данном конкретном случае при замедлении с 60 до 50 Гц DPCM звук растягивается и падает где-то на полтона, из-за чего он не попадает в тональность общей мелодии и возникает дисгармония, которую, к сожалению, слышат далеко не все. И сейчас я хочу обратиться ко всем, кто выкладывает фильмы в старых переводах, в старых озвучках, кто синхронизирует их, цифрует и выкладывает в интернет. Ну прекратите уже, ради бога, делать эту лажу. И, блин, уже надоело вот так, честное слово. Потому что уже нельзя скачать просто там, не знаю, Филадельфию с Томом Хэнксом в переводе Первого канала, которая была записана хрен знает когда в 25 кадров в секунду. Потому что телевидение вещало в 25 кадров в секунду. Ты скачиваешь ее, включаешь и слышишь, что тот, кто синхронизировал этот звуковой перевод, он это пытался сделать вместе с видеорядом, с файлом, на котором продолжительность видеоряда шла в 23,97
0,7 кадров в секунду. И в результате этого у него, естественно, получается несовпадение времени продолжительности одного файла вместе с другим. И он начинает растягивать звуковую дорожку, чтобы приклеить ее к файлу, который идет длиннее. И, естественно, он ни хрена не заботится о сохранении тональности. И в результате этого с русскими голосами перевода что происходит? Правильно, они все начинают звучать на полтона ниже, а если точнее на 0,72. И эти 0,72, господи, это мне как боль в ушах, потому что все голоса русских актеров дубляжа, которых я очень уважаю, они все начинают звучать неестественно. Они все начинают бубнить. Это слушать просто невозможно, блин, особенно в переводе, который ты смотрел много раз, он тебе нравится. И мне приходится каждый раз распаковывать видеофайл, вытаскивать звуковую дорожку, загружать ее в Sony Vegas. В Vegas искусственно питчем поднимать тональность на 0,72. После этого заново рендерить в MP3. После этого открывать Virtual DAW, загружать туда видеофайл, прикручивать к нему отрендеренный звуковой файл. После этого, наконец-то, я могу записать фильм на флешку и спокойно сесть посмотреть на телевизоре у себя. Ну, господи, ну прекратите так делать, ну сохраняйте тональность, что вам трудно, что ли? Может, вы со мной не согласитесь, но я убежден, что многие треки в 50 FPS звучат не только привычнее, но и намного комфортнее, чем в 60. К примеру, мелодия первого уровня из Ninja Gaiden 3. В оригинале она какая-то, ну, чересчур хардовая, а на денде звучит мелодичнее. К тому же вполне под стать общему ритму движения ниндзя, ставшему в третьей части более воздушным и плавным. И тональность, заметьте, сохранена. Но как же меня поразило звучание музыки на звуковых чипах VRC-6. Когда я впервые их услышал и когда в принципе узнал, что приставка Dendy могла выдавать музыку более чем в 5 каналов. Гармоники, которые позволяли реализовывать чипы VRC как раз за счет дополнительных каналов, в мелодиях игр Castlevania 3 и Gimmick просто поражали своим великолепием. Жаль только, что такая красота была доступна лишь для геймеров в Японии, поскольку в Америке на картриджи таких чипов не ставили, ну и пираты на дендиске, соответственно, не ставили тоже. Впрочем, во всей этой музыкальной истории были и более удивительные и не менее интересные примеры. Так что, если вам еще будет интересна эта тема, я как-нибудь о них расскажу. Ну а пока, пожалуй, перепройду я Ninja Gaiden 3, вернее, Ninja Ryukenden 3. Вернее, Ninja Ryukenden 3. Спасибо за внимание, еще увидимся.